Привет, друзья! Крутая задача из лицея. Дан квадрат и окружность, которая проходит через середину стороны квадрата, центр квадрата, ну и его вершинку D. Если весь квадрат будет А, Б, С, D. Известна площадь квадрата. Требуется найти площадь круга. Для зарубежного пользователя, который может не понять, где находится точка P, я вообще говоря проведу еще две диагональки. Вот диагонали пересекаются в центре квадрата. Ну что ж, понятно, что нужно найти радиус этой окружности, а потом уже площадь ее круга. Ну что ж, попробуйте решить сами эту задачу, а мы начинаем. Вот одним из таких соображений для решения задачи является, для нахождения r, конечно, радиуса, нахождение каких-то трех точек, лежащих на окружности. Эти три точки будут задавать треугольник некоторый. И тогда уже мы попытаемся найти радиус окружности, описанный около этого треугольника. Понятно, что нужно провести МП. МП будет параллельно АД. Потом провести ПД и провести МД. Мы получаем треугольник. Какой? Треугольник МПД. И вот попытаемся найти R, радиус окружности. Значит, около любого треугольника можно описать окружность. Центр этой окружности лежит в точке пересечения серединных перпендикуляров. Как же искать тогда радиус этой окружности? Я дам длины сторон А, Б и С, и уголок напротив А обозначу альфа. Одна из первых формул такова. А на синус альфа равно 2r. Формула изучается в 9 классе, 9 класс. Вот, и десятиклассники ее точно знают. Это так называемая теоремка синусов. Вот в таком виде. Есть еще одна формула. Площадь треугольника равна АБС на 4r. Вот из этой формулы также можно найти радиус окружности. Поэтому нам требуется искать радиус. И вот радиус мы найдем алгебраически. Вот этот радиус. Ну, я еще раз подчеркну, что мы выделили треугольник и будем искать радиус окружности, описанный около этого треугольника. Для этого нужно найти какую-то сторону и угол напротив этой стороны. Ну вот если продолжить ДП, мы получим диагональку квадрата. Центр лежит же на диагонали, верно? А диагональ квадрата со стороной составляет угол в 45 градусов. Угол в 45 градусов. Мы сказали, что МП параллельно АД. Ну, это легко доказать самостоятельно, ведь P центр квадрата, М середина стороны. Здесь вот два прямых уголка. Я запишу это. МП параллельно АД. Следовательно, я смогу найти вот этот угол в треугольнике. Вот этот угол – это внутренний односторонний с углом 45 градусов. Угол P выделенный плюс угол D дают вместе 180 градусов. Ну, по свойству параллельных прямых и секущей. Откуда угол P будет равен? Угол P 135 градусов. 180 градусов минус 45, 135 градусов. Пока все идет нормально на школьном уровне. 135 градусов. Ну и теперь нужно сторону МД искать, верно? А откуда? Ну, наверняка из вот этого треугольника. А что известно? Площадь квадрата 40. Я запишу, что S ABCD квадрата равна AD в квадрате. И по условию это равно 40. Откуда мгновенно находим? AD корень из 40. Или 2 корней из 10. 2 корней из 10, и нам удалось найти один катет, 2 корней из 10. Ну, второй катет, АМ, будет равен половине АБ, значит, половине АД, то есть просто корень из 10. Тогда из треугольника МАД по теореме Пифагора мы и найдем МД. МД будет равно корню квадратному из суммы квадратов катетов. АД в квадрате плюс АМ в квадрате. Я сразу запишу 2 корней из 10 в квадрате плюс корень из 10 в квадрате.
Ну вот что мы получим под корнем? Под корнем получается 2 в квадрате 4, корень из 10 в квадрате 10, 40. Плюс корень из 10 в квадрате 10. Корень из 50. Ну, а корень из 50 это 25 умноженное на 2 под корнем или 5 корней из 2. Итак, мы нашли, что МД это 5 корней из 2. Ну и все, приступаем к окончательному действию, применению вот этой нашей формулы. Из нашего треугольника МПД, из вот этого треугольника мы получим, что МД относится к синусу угла P, к синусу 135 градусов, это равно 2r. Но синус 135 равен синусу 45 градусов, а синус 45 равен корень из 2, деленное на 2. Тогда мы получим, что МД, которая 5 корней из 2, 5 корней из 2, делить на корень из 2 на 2 равно 2r. Ну, корень из 2 сократится, 5 умноженное на 2 равно 2r, отсюда r равно 5. R равно 5, и задача решена. Жирным красным я гордо запишу, что площадь нашего круга равна по известной формуле из 5 класса πr в квадрате. Это π умноженное на 5 в квадрате, это будет 25π. Задача решена. Присылайте свои замечательные решения. Я уверен, задача может решиться и без формулы номер 1, но ее очень полезно запомнить. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.